Друзья, приветствую вас! Это выпуск выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения произошли в позициях SOT FTSE, как эти изменения предположительно повлияют на движение ключевых активов валют, нефти, золота, индексов на предстоящей неделе, а также рассмотрим, какие позиции на форсе ММВБ во фьючерсах и что ожидает в связи с этим российский рынок в понедельник. Итак, вышли данные от Baker Hughes. Количество активных буровых вышек, оно продолжает расти, потому что действительно достаточно комфортная цена на нефть, но мы уже видим, что постепенно этот рост, он выходит на плато, и в ближайшее время, я предполагаю, скорее всего, он завершится. То, что продолжается прирост количества активных буровых, указывает на то, что у нефтяников ожидание, что цены на нефть либо будут на достигнутых значениях, либо будут продолжать расти. Так, далее то, что касается позиций SOT FTSE. Я рассматриваю те данные, которые консолидируются по позициям non-commerce, так называемые американские спекулянты, и с моей точки зрения они в наибольшей степени показывают то, что происходит и какие ожидания. Давайте посмотрим, какие данные опубликованы. Это вот позиции по non-commerce, их изменения за неделю. Обращаю внимание, что эти позиции публикуются в пятницу вечером по Москве, но это срез позиций, которые во вторник вечером снимают и, соответственно, в пятницу их публикуют. То, что касается британского фунта, здесь ожидание на то, что британский фунт будет проседать к доллару. По алюминию ожидает боковик, никаких изменений не ожидает, то есть достигнуты определенные значения, и на текущий момент, скорее всего, цены на алюминий пришли к некому промежуточному балансу. Далее то, что касается меди. По меди здесь небольшое снижение, но все это в пределах погрешности. То есть на текущий момент времени по нефти ожидание, по меди, прошу прощения, ожидание, что она останется на достигнутых значениях. Ну и соответственно, рассматривая недельный график по меди, мы видим, что закрытие было в районе сильного уровня 9000, недельные свечи чуть ниже 9000. Здесь, судя по всему, будет продолжаться вот этот боковик, потому как хоть разворотные формации и начали появляться, но тем не менее меди пока падать и проседать не дают. Те просадки, которые возникают, они в течение недели выкупаются. Так, друзья, дальше наше все. Нефть. Здесь небольшое изменение лонгов, проседание с 525 до 523. Но по сути по нефти ожидание, что нефть, судя по всему, будет продолжать находиться в боковике. Так, но если мы посмотрим график, то здесь действительно небольшое снижение лонгов. Если мы перейдем на недельный таймфрейм, график нефти Brent, то что мы здесь увидим? Мы увидим, что вот эта вот просадка, которая началась ранее, она на вот этой неделе, завершившейся, успешно была выкуплена. И здесь нарисовалась формация, но если даже и не разворота, и движения наверх, то как минимум здесь полагается при таких условиях консолидироваться в диапазоне. Ну и весьма вероятно, что этот диапазон будет выше 61-62. Итак, по нефти ожидания на следующую неделю, исходя из динамики позиций SOT FTSE, это то, что нефть будет находиться в боковике и пытаться удержаться вот в этом диапазоне, где она закрылась, 62-66. Движение вниз, судя по динамике изменения SOT FTSE, я думаю, менее вероятно, нежели нахождение вот в этом диапазоне. Так, далее данные по золоту. По золоту произошло снижение лонгов со 180 до 174. Давайте перейдем к графику, что мы здесь наблюдаем. Вот они, нон-коммерсы. На предыдущей неделе было 180, до этого было 175, сейчас 174, 173. Здесь как бы все это указывает на то, что золото находится в боковике и накапливает силы. Ну и переходя к недельному таймфрейму, одна свеча неделя, то есть мы с вами и видим, что вот эти последние изменения за 2-3 недели по золоту указывают на то, что золото находится в боковике, в проторговке в диапазоне, в основном 1721-1754. Вот, поэтому на предстоящей неделе, скорее всего, движение в рамках консолидации, оно продолжится, золото набирает силы.
Так, друзья, далее идет NASDAQ. По NASDAQ, ну, практически незначительное изменение шортовых позиций. Ну и здесь, если мы перейдем к недельному таймфрейму по NASDAQ, мы с вами увидим, что NASDAQ консолидируется последние несколько недель в диапазоне 12900 13450. Вот, соответственно, на неделе, которая намечается, наиболее вероятно, что и будет движение в рамках вот этого диапазона. Ну, я так предполагаю, что диапазон даже будет покороче. 13 тысяч, 13 430. Где-то вот здесь вот наиболее вероятно, если никаких ЧП не произойдет, если Илон Маск не придумывает что-нибудь новое, интересное, которое вознесет Теслу на небеса, то наиболее вероятно то, что будет нахождение вот где-то в этом диапазоне. Да, здесь произошел слом, была попытка выхода из хай-тека и его провала. Но, как мы видим, последние 4 недели эту попытку пытаются сбить и консолидировать в районе значения 13200, 13150 и по возможности его попытаться натянуть опять наверх. Насчет наверх пока не уверен, но то, что консолидация в этом диапазоне продолжится, я думаю, это наиболее вероятный сценарий. Так, друзья, далее данные по природному газу. Здесь немножко сократили шорты, то есть американские спекулянты ожидают, что цены на газ стабилизируются и не будут существенно проседать. Так, а вот по S&P интересная ситуация. По S&P нарастили шорты с минус 4000 до минус 28 тысяч. Переходя на недельный график S&P, мы с вами видим, что здесь вопреки негативной динамике пошел рост, идет попытка тестирования верхней границы, переписывания хая. Ну, что я здесь могу сказать? Либо американские спекулянты оказались неправы в этой ситуации, либо были закрыты позиции с прибылью после того, как было движение вот это вот вниз. Здесь еще какая может быть хитрость, что то, что нарастили шорты, возможно, связано с тем, что на предстоящей неделе будет конец месяца и начало нового месяца. Соответственно, после того, как будет задерг и достижение определенного хая, после этого пойдет фиксация и движение в район 3850, куда-то вот сюда, вот, возможно, даже пониже. Посмотрим, как будут развиваться события. Я предполагаю, что здесь, наверное, есть некая тактическая уловка, которая связана именно с тем, что один месяц заканчивается, другой начинается. Но, кстати, обращаю внимание, по NASDAQ такой диспозиции изменений нету. Так, далее серебро. По серебру снижение лонгов, то есть по серебру ожидают либо снижение, либо консолидацию на достигнутых значениях. По серебру у меня есть ряд вопросов, и мы поэтому по серебру будем потом детально каждый день рассматривать, что с ним происходит. Так, по канадскому доллару американские спекулянты снизили лонги. Возможно, это связано с изменением политики канадского банка центрального. Так, далее японская иена. По японской иене нарастили шорты. Здесь ситуация, она в чем-то похожа с ситуацией по британскому фунту. Так, ну и вот по российскому рублю очень интересная ситуация. Здесь идет наращивание лонгов. То есть, казалось бы, такая противоречивая ситуация. С одной стороны, нефть уперлась в максимум, пытается скорректироваться. Постоянно идут разговоры о различном санкционном давлении. В то же время американские спекулянты наращивают лонги в рубле. Здесь обращаю внимание, что вот изменение, которое произошло с 4 до 5,6, это ерунда. То есть это все в пределах погрешности, консолидации. Здесь гораздо более примечательно то, что мы пересекли вот эту нулевую линию и пошел дальнейший рост. Так, друзья, если мы перейдем на недельный таймфрейм рубль-доллар USD Tomorrow, то что мы с вами увидим? Мы увидим, что хоть американские спекулянты и начали делать ставку на рост рубля, последние 2 недели ни о каком росте рубля против доллара речи не идет. Наоборот, здесь сформировалась тенденция, которая указывает на возможное движение в части роста доллара против рубля. Но то, что делают американские спекулянты, здесь, я думаю, никакой ошибки, скорее всего, нету. Почему они наращивают лонги и почему они из отрицательной зоны перешли в положительную зону? Я думаю, это связано с двумя факторами. Либо один фактор заключается в том, что они что-то знают, что не знают другие,
о том, что санкций реальных в ближайшее время не будет, и поэтому по рублю начнется откат в части укрепления рубля, либо они хеджируют какие-то свои позиции. Так, друзья, далее евро-доллар. Здесь идет последовательное снижение лонгов, но это последовательное снижение лонгов на закончившейся неделе, попытка смены тенденции и развернуть евро против доллара. Так, друзья, ну давайте посмотрим, что у нас здесь по евро. По евро у нас все это время шло движение на ослабление евро. Это недельный таймфрейм. И сейчас текущая ситуация, она указывает по сотам, что в этом месте может произойти перелом и отскок евро против доллара. Начало роста евро. Так, друзья, давайте еще посмотрим сот SFTC, позиции нон-коммерсов по индексу доллара. Ну вот мы с вами на прошлой неделе обсуждали, что здесь произошел значительный рост и переход из шортов в лонги по индексу доллара. Но на текущей неделе происходит небольшое снижение этих лонгов, однако индекс доллара все равно, позиции американских спекулянтов остаются в позитивной, положительной области. Здесь, соответственно, такое положение дел, оно не дает особого позитива для евро. И, наверное, все-таки даже если принимать в расчеты соты по евро-доллару, то здесь в лучшем случае в евро-долларе ожидает консолидация в районе сильного уровня. То есть, конечно, весьма вероятно, что пока речь об отскоке и росте евро против доллара на текущий момент не идет. Так, далее биткоин. По биткоину идет небольшое снижение шортов. Но здесь все движения, которые происходят по деривативам на биткоин, на товарной бирже чикагской, они, скорее всего, связаны не с движением самого актива, а с хеджированием позиций. Поэтому по биткоину, я думаю, здесь, ну, мне кажется, не очень информативен этот показатель. Так, друзья, давайте посмотрим, что с позициями на форсе и ММВБ. Вот это фьючерс РТС. Здесь ожидание на понедельник, это рост фьючерс РТС. Но здесь, судя по всему, движение идет в боковике. Далее Сбербанк. По Сбербанку ожидание коррекционного отката и просадка Сбербанка. Ну, действительно, то есть те сделки, которые происходили в пятницу в Сбербанке, они меня лично несколько настораживают. Они очень напоминают масштабную раздачу. Более детально цели движения по Сбербанку мы обсудим в понедельник. А пока отсюда можно сделать предположение о том, что будет задер, коррекционное движение вниз. Возможно, оно будет коротким. Так, далее Газпром. По Газпрому ожидание либо боковик на достигнутых значениях, либо начало роста. Здесь, я думаю, все привязано к цене на газ во многом. Ну, помимо там всяких интересных драматических политических составляющих. И я так предполагаю, что на предстоящей неделе газ не должен подвести Газпром. Норильский никель. По норильскому никелю ожидание, что будет коррекционный откат, так как нарастили шорты. С норильским никелем там очень интересная ситуация, и я все-таки вижу, что будет, скорее всего, движение наверх, но действительно в понедельник, во всяком случае в первой половине дня, назрела потребность в том, чтобы немножко сходить вниз и разгрузить набранные позиции. Но в целом по нему, я думаю, в ближайшее время более вероятна позитивная динамика и попытка отыграть потерянные позиции и вскарабкаться на тот уровень, который он растерял. Но с утра в понедельник ожидают снижения по нему. Далее фьючерс рубль-доллар, сишечка. Но здесь ожидание боковика. Ожидание боковика. И здесь как бы нельзя сказать, что есть какое-то топливо, которое сорвет и понесет доллар вверх, ну или рубль вверх против доллара, то есть сишку вниз. Потому как здесь все достаточно сбалансировано. Изменения в лонгах, в шортах по юрлицам, оно приблизительно одинаковое. И помимо этого особо большого дифференциала в длинных и коротких позициях у физических лиц нету. Евро-рубль. Здесь ставка, как это ни парадоксально, на рост евро против рубля. По крайней мере в первой половине дня в понедельник. Евро-доллар. А здесь юрики делают ставку на то, что евро провалится и будет снижаться против доллара. А фунт, британский паунд против доллара. Здесь также ставка на то, что
фунт будет падать к доллару. Так, далее нефть. По нефти ситуация интересна. Она заключается в том, что по нефти ожидают роста нефти. Но пока нельзя сказать, что достаточно высока ставка на нефть, на рост нефти. Но вот судя по позициям физических лиц, есть признаки того, что мифический физик или несколько мифических физиков, они затарились нефтью в ожидании того, что она пойдет немножко повыше. На следующей неделе у нас будет основание проверить, насколько верна эта догадка, ну или информация. Итак, в понедельник ставка по нефти, что нефть будет расти. Так, далее серебро. По серебру ставка на то, что снижение по серебру будет продолжаться у юридических лиц. Такое видение. Золото. По золоту тоже ставка на то, что золото будет снижаться. Друзья, так, ну это все ключевая информация по СОТ СФТС, по позициям на форте. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube, на мой телеграм-канал. Хороших вам выходных, набраться сил и в понедельник с новыми силами, отдохнувшими, зарабатывать деньги. Все, удачи, счастливо!